Этой невероятной историей поделился фотограф по имени Уэсли на одном из форумов, посвященных спасению бездомных животных. Его история напомнила роман о Робинзоне Крузо, только вместо человека на пустынном острове очутилась собака. Как-то Уэсли отправился снимать живописные виды в море Белиза, Центральная Америка, на байдарке и наткнулся на небольшой островок. Он был завален ветками, и было видно, что здесь нечасто ступает нога человека. Однако на этом островке кое-кто все же был. Среди сухих завалов ветвей стояла тощая собака. Уэсли был поражен, увидев там питомца. Он не мог понять, как там могла очутиться собака. Самостоятельно она явно не могла туда добраться, а значит, кто-то ее здесь бросил умирать от голода и жажды. Это был пес, и он был настолько худым, что у него выпирали кости. Увидев Уэсли, пес завилял хвостом. Его тело дрожало то ли от радости, то ли от испуга, ведь он не знал, чего можно ожидать от людей. Мужчина высадился на берег и подошел к одинокому псу. Уэсли не мог спокойно смотреть на обезвоженного и измученного пса, у него буквально вырывалось сердце из груди. Мужчина посадил бедного питомца в лодку и поплыл на большую землю. Уэсли очень хотел помочь собаке, но были некоторые трудности, которые могли помешать это сделать. Мужчина в Белизе был по работе, и через 36 часов ему нужно было вылетать домой, однако он не хотел снова бросать Уинстона, как он позже назвал питомца, одного. К счастью, местные жители не отказали в помощи. Кто-то принес корм для собак, кто-то помог обратиться в ветеринарную клинику, где Уинстона осмотрели. Ветеринары взяли необходимые анализы у Уинстона, помогли его помыть и вычесали блох. Питомца пришлось оставить в клинике, пока не будут готовы результаты анализов. По истечению времени стало ясно, что анализы пса в порядке и единственное, с чем нужно было теперь бороться с его сильным истощением. Однако Уэсли уже пора было отправляться домой, но он успел позаботиться о том, чтобы Уинстон не был брошен на произвол судьбы. Мужчина нашел человека, который с радостью взял собаку к себе на передержку. Девушка по имени Мелани стала той самой временной хозяйкой. Уинстон прожил у нее 2 месяца, и за это время он успел кардинально измениться. Пес шел на поправку, он набирал вес, хорошо питался. Мелани, в свою очередь, регулярно поддерживала общение с его спасителем Уэсли. Она отправляла ему фото и видео с питомцем. В конце концов, хозяином Уинстона стал тот, кто больше всего его полюбил и переживал с самой первой минуты Уэсли. Мелани помогла подготовить необходимые документы для того, чтобы Уинстон смог на самолете отправиться к своему спасителю. Теперь питомец живет в Далласе, США. Увидев снова Уэсли, пес радостно завилял хвостом, как и в первый день их встречи, вскочил на задние лапы и стал запрыгивать на мужчину, облизывая ему лицо. Эта история закончилась хорошо. Теперь Уинстон окружен любовью и заботой своего хозяина, благодаря которому он смог выбраться с того злосчастного острова. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.